Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами о том, как изучать русский язык с нуля самостоятельно. Если нужно, обязательно включайте субтитры. Итак, вот что мы с вами сегодня обсудим. Какие цели изучения русского языка существуют и как их достичь? Сколько времени вам понадобится для этого? Что вам обязательно нужно изучить в начале? Как продолжить свое обучение? И какими учебниками или сайтами вы можете пользоваться? Поехали! Все начинается с цели. В зависимости от нее вы будете выбирать темы, которые вам нужны, и рассчитывать свое время. Цель должна быть конкретной. Например, я собираюсь поступать в российский университет. Я хочу работать в России. У меня есть русские родственники, с которыми я хочу преодолеть языковой барьер. И другие. Цель должна быть реалистичной и ограниченной по времени. К сожалению, в мире не существует такой волшебной таблетки, которая поможет вам выучить язык за 1 месяц. Нужно понимать, что такие обещания – это всего лишь маркетинговый ход. Посмотрите на эту схему. Она показывает, сколько примерно часов вам понадобится, чтобы овладеть русским языком на том или ином уровне. Так, например, если вы занимаетесь 2 часа в неделю, то пройти элементарный уровень вы сможете за год или, возможно, даже больше. Можно ли получить более быстрый результат? Да, можно. Например, если вы сделаете следующие вещи. Если вы будете заниматься русским языком каждый день по 15-30 минут. Если вы создадите для себя минимальную языковую среду, например, общение с русскоговорящими, просмотр русскоязычного контента и другое. Если вы выстроите для себя систему обучения, а не будете хватать информацию по кусочкам из разных источников. Если вам в принципе легко дается изучение иностранного языка, прогресс вы почувствуете быстрее. Вы поставили для себя цель и определили, как часто вы готовы заниматься русским языком, чтобы достичь ее за нужное вам количество времени. Теперь давайте посмотрим, из чего состоит изучение любого иностранного языка. Представьте, что язык – это дом, который стоит на крепком фундаменте. Наш фундамент – это лексика, грамматика, аудирование, чтение, говорение и письмо. Всем этим аспектам языка и навыкам нужно будет уделять внимание на каждом этапе обучения. Обычно иностранцы делают акцент только на лексике и говорении. На самом деле все части нашего фундамента тесно связаны между собой. Лексика не существует в отрыве от грамматики. Представьте себе бусы. Нить – это грамматическая конструкция, а бусинки – это наши слова. Мы берем грамматическую конструкцию и как бусинки нанизываем на нее слова. Давайте приведу вам простой пример. Вы выучили грамматическую конструкцию. Кто интересуется чем? Например, я интересуюсь музыкой. И потом вы подставляете разные слова в эту грамматическую конструкцию. Ты интересуешься футболом. Мой младший брат интересуется политикой. Мои родители интересуются путешествиями и так далее, и так далее. Навыками чтения и письма мы пользуемся ежедневно,
Например, когда общаемся в мессенджерах. Конечно, в зависимости от вашей цели, чему-то вы будете уделять больше внимания, чему-то меньше. Я лишь советую вам не отказываться полностью от овладения тем или иным навыком. Какие темы вам обязательно нужно изучить в начале своего пути? Конечно же, это алфавит и фонетические законы русского языка. Например, звонкие согласные в конце слова оглушаются. Да? Мы пишем город, но говорим город. Мы пишем друг, но говорим друг. Или, например, редукция о. О под ударением мы произносим о, как в словах алло, урок, комната. О без ударения мы произносим как а, например, в слове вода. Есть и другие законы, о которых я рассказывала в одном из своих видео. Можете посмотреть его потом по ссылке. Также вам нужно будет изучить мужской, женский, средний род, единственное и множественное число существительных, местоимения, прилагательные и наречия. Да? Прилагательные мы используем с существительными, например, интересная страна, большой город. Наречия мы используем с глаголами, например, я хорошо готовлю, он интересно рассказывает. Вам нужно будет изучить глаголы первой и второй группы, падежи, глаголы несовершенного и совершенного вида, глаголы движения, числительные и другое. Как вы уже заметили, я перечислила грамматические темы, но это не значит, что вам придется заниматься только грамматикой. Например, вы хотите научиться начинать и поддерживать диалог в переписке. Для этого минимум нужно уметь задавать вопрос «как дела?» и «что ты сейчас делаешь?». И здесь вам нужно будет знать глаголы. Они же вам и пригодятся в ситуации знакомства, когда мы обычно рассказываем, чем мы занимаемся в свободное время. Глаголы движения вам помогут узнать дорогу у прохожих, правильно понять информацию на сайте о том, как добраться в нужное вам место. Грамматику часто противопоставляют речевым навыкам. Я лишь хочу вам показать, что грамматика не является врагом того же говорения. Наоборот, они как члены одной команды должны работать вместе. Как эффективно организовать эту работу, чтобы у вас не сложилось впечатление, что вы так старались, но не можете ни говорить, ни понимать по-русски? Узнав грамматическое правило и новые слова, переходите к тренировке навыков на этом материале. Читайте тексты по вашей теме, составляйте по ним план для пересказа, формулируйте к текстам вопросы и отвечайте на них. Составляйте свои собственные рассказы, ведите дневники или блоги, пишите заметки на русском языке. Слушайте подкасты, которые соответствуют вашему уровню, и уделяйте особое внимание работе со скриптами. Пробуйте разговаривать сами с собой по-русски. Ищите общение с русскоговорящими в интернете, например, в комментариях к видео на YouTube, в чатах в Телеграме, на сайте iTalki, в приложении Slowly и других. На элементарном уровне практически невозможно найти подходящий аутентичный контент, поэтому придется пользоваться адаптированными текстами и видео. На базовом уровне, с одной стороны, темы повторяются, с другой стороны, они расширяются. Например, возьмем глаголы движения. На элементарном уровне вы уже с ними познакомились или познакомитесь. Вы узнали самые употребительные глаголы: идти, ехать, ходить, ездить, может быть, пойти, поехать, прийти, приехать и так далее.
На базовом уровне вы узнаете и другие глаголы движения, которые используются в новых ситуациях общения. Также на базовом уровне расширяется словарный запас по уже изученным ранее темам. Когда у вас будет уже уверенный уровень А2, я советую вам начинать знакомиться больше с аутентичным контентом. Конечно, он должен быть на интересующие вас темы. Не нужно забывать и про лексику с грамматикой. Например, вы можете посмотреть, как в русском языке выражаются значения времени и причины, или как переводить прямую речь в косвенную и другие темы. Как же изучать русский язык постепенно и систематически? Вообще, в идеале, я считаю, лучше найти преподавателя или языковую школу, но в этом видео сегодня мы с вами говорим только о бесплатных или недорогих вариантах. Итак, если вы нулевик, я советую вам взять за основу какой-нибудь учебник по русскому языку. Например, «Дорога в Россию», «Привет, Россия» и другие. Также вы можете взять 1-2 дополнительных книги для практики, например, «Русский язык в упражнениях» и какое-нибудь пособие по чтению. Если вам хочется учиться именно онлайн, я могу порекомендовать вам следующие сайты. Бесплатные курсы от Пушкинского института для всех уровней. Вам только нужно будет зарегистрироваться на этом сайте. Курсы для элементарного и базового уровней «Время говорить по-русски». Интерактивный учебник «Успех» от Санкт-Петербургского государственного университета для элементарного уровня. Мне очень нравится, что на всех этих платформах есть аудиоматериалы. Они очень важны при изучении любого иностранного языка. Также не забывайте про мои видеоуроки на этом YouTube-канале. Обязательно смотрите их. Тут есть видео как для начинающих, так и для продолжающих. А если вам не хватает разговорной практики, приходите в мой телеграм-канал. Сейчас я устраиваю в нем онлайн-встречи с вами 1 раз в месяц, но я уже думаю о том, чтобы встречаться с вами почаще. В заключении хочется показать вам картинку, на которую я наткнулась недавно в интернете. Поддерживать мотивацию в любом деле достаточно трудно, но если вы понимаете, для чего вы изучаете язык и делаете это регулярно, прогресс будет налицо. Я желаю вам не сдаваться и идти к своим целям до конца.